Всем привет, дамы и господа. Продолжаем проходить Tormented Souls. Значит, что? Я долго посидел с загадкой музыкального типа. Нажимать, где нужно было разные кнопочки. Было сложно, но она все-таки у меня решена. И там открылась какая-то потайная дверь в этом кабинете. Вот сейчас мы туда и пойдем. Так, секунду. Оп. Все. Поехали. Надо только вспомнить короткий путь. Но я думаю, тут недалеко. Так, вот примерно все, да? Офис, да? Слушай, ну тут правда недалеко. Здорово, Олег. Как настроение? Тун-тун-тун. Так, у нас есть дискета, кассета, хорошо. Странно, что у меня эти все предметы не забирают почему-то. Инвентарь-то тоже не резиновый. Может быть, тут конкретно рассчитали разработчики, что ты... Как громко. Разработчики подсчитали, что прям к концу игры, чтобы у тебя он сильно не был переполнен. Когда God of War? Или завтра? Может быть, послезавтра. Точно не скажу. Но не сегодня. Надо эту игру все-таки допройти. Ага. Грызет он меня все равно. Подожди-ка. Как сам? Да, отлично, отлично. Ну, не пришлось даже загружаться. Там отлично, настроение боевое. Я думаю, может быть, что все-таки сегодня получится эту игру пройти, и отсюда больше останется времени на God of War. Так, давай мы, наверное, звук потише сделаем. А то что-то прям, когда этот мужик появляется, вообще жуть какая-то. Просто очень громко. Не то, чтобы он прям какой-то страшный или что. Так, он у нас в этом коридоре оказывается. Если он в том коридоре, то значит в этом его не будет. Он рандомно, скорее всего, появляется, так что... Сейчас сделаем. Записочки. Снова записочки. Благодаря незнакомке мне удалось выбраться из камеры. Я изо всех сил старалась получше спрятаться в особняке, но дедушка и люди в странных костюмах снова меня нашли. В этот раз они отвели меня в коллектор сточных вод под семейным склепом. Дедушка сказал, что теперь сбежать не получится и что крики и мольбы мне не помогут. А потом он запер дверь и ушел. К счастью, он не заметил зажигалку и фонарик, который я нашла в особняке. Я обнаружила комнату, похожую на спальню. Там была грязная постель, электричество и даже рабочий телеприемник. А еще коробки с едой и водопровод с питьевой водой. Вонь там стояла невыносимая. Мне сразу вспомнился один из людей в костюмах, тот, что ударил маму, когда она пыталась отрезать нас от железных крестов. Со дня моей последней записи прошло 7 лет. Я не сошла с ума лишь благодаря телевизору, который принимает только местные каналы. Иногда я спрашиваю себя, что заставляет меня цепляться за жизнь. У меня на коже стали появляться волдыри. Ощущения, как при ожогах. С каждым днем аппетит становится все хуже, а рвота только усиливается. Что-то непонятное берет надо мной вверх, что-то плохое. По ночам я слышу бряцание металла за дверью в подземный храм. Спустя все эти годы я все еще не могу уснуть, когда слышу эти звуки. Хорошо. Да, это хоррор. Это хоррор в стиле классических Resident Evil и Silent Hill. Вышел вот в 21 году. Мы уже поиграли, один я что-то. Все руки не доходили. Но он клевый. Я тут даже скримерок словил. Ой, давненько не бывало у меня.
Сейчас еще встанет. Кстати, ты как относишься к серии Silent Hill, Resident Evil? Давай-ка проверим сразу же. Дверь у нас заперта с другой стороны, хорошо. Я думал, эта штука рабочая. Давай-ка, блин, что же у меня сегодня все на настройки лезет? Нормально? Ну, я тоже нормально. В принципе, я ко всем игровым сериям довольно-таки, ну, ровно отношусь. Кроме единственной, наверное, серии игр Fatal Frame. Мне она как-то больше всех почему-то симпатизирует. Ну и Silent Hill. Блин, они все по сути клевые. Тут, наверное, скорее под настроение. Еще очередная записка. Надо, кстати, играл в Fatal Frame в какую-нибудь часть из 5. Давай, очередная записка. 15 марта 1927 год. Наконец-то моя жизнь обрела смысл. Благодаря этой книге и воле Создателя я познал истину. И вот я стою внутри священного храма. В присутствии Бога, жаждущего быть возрожденным. Я ясно вижу свое предназначение. Я решил посвятить свою жизнь возрождению секты Паллукса. Объединив усилия, мы вернем Спасителя, чтобы он привнес свет в этот грешный мир. Нет, еще не успел. Ну, этот, как его, первые 3 части Fatal Frame у нас выходили на PS2, на вторую плойку. Потом 4-я часть у нас выходила на Nintendo Wii. 5-я часть выходила на Nintendo Wii U, и не так давно она была портирована на комп в честь 20-летия серии. Но как-то вот разраба особо нет. Watch Dogs, да, играл до конца, не прошел. Первая часть мне сразу же не зашла. Ну, такое себе. Там столько надежд на эту игру было, там E3 и все такое, но в итоге облом получился, что с графоном, что со всем остальным. Скучно и неинтересно. GTA как-то больше зашла в тот момент, когда они же примерно, ну там с промежутком год-два вышла GTA 5 и Watch Dogs. Ну, вот. Мне как-то в этом плане GTA 5 больше дошла. Ага. Пропуск сотрудника на имя Вайлдбергера. И все. Days Gone, да, проходил. Я вот думаю, стоит ли ее еще раз проходить на канале. Неплохо, но затянуто. Особенно вот эти миссии, когда тебе нужно пердолить просто в другой конец карты, просто чтобы с камнем поздороваться. Слегонца разочаровала, я вот что скажу. В плане том, что они же обещали там крутые бойни с этими, с Ордой, а в итоге по факту ты с Ордой раза 3 встречаешься. Но если там на нее не бычить сильно самостоятельно. Вот. Одни из нас, да, прошел на канале обе части. До этого я проходил первую. Одни из нас. Ну, это неплохо. Только я еще, правда, не решил, какая же часть все-таки круче. Я думаю, они обе хорошо. Вполне, почему бы нет. Как единая рассказанная история в обе части. Так. Вот как надо от этого. Вот как надо от этого урода уходить. Просто с одной двери в другую забегаешь, и ничего он не сделает. Чем закончился сюжет второй части? Здорово, Наш. Чем закончился сюжет второй части? Элли пришла отомстить Эбби. Ну, сначала же за Элли играешь. Вот, мстишь за Джоэла. А потом за Эбби играешь. И потом они в конце дерутся. Вот и весь сказ.
Мне нужно найти что-то, куда нужно задевать вот эту карточку. Да, в воде. Здорово, Ливан. Я все равно узнал. Вас бы я, господи, ну а вот куда бы ведить-то мне? Совсем забыл, куда можно карточку запихать. Вообще, по-хорошему, конечно, бы все комнаты пройти. Стой. А чё мне все комнаты оббегать? Единственное место, ну, куда можно что-то вроде вставить, что-то вроде карточки, это просто под этим. Это просто под этой, как вам, под статуей. Все. Кстати, я думал, тут малыш Мишлен будет прям меня это жутко доставать, но нет, достаточно просто выбежать и забежать в дверь обратно, и ничего, он просто исчезает. Как-то такое себе. Может быть, в подвале было такое устройство. Ну вот, я говорю, тут не совсем в подвале. Посоветуй, как перенести ПС-ку на 1 километр расстояния без коробки. Портфель запихай, да и все. Тряпками можно это обмотать. И все. Не знаю, я свою 4-ю плойку просто в рюкзаке таскал. Ничего с ним не будет. 4-я плойка, они, чувак, довольно-таки неубиваемые вообще. Ну, я бы не сказал, что прямо это вообще не типа, блин, пик технологий таких, знаешь, чтобы об стену можно стучать и ничего и не будет. Но, по крайней мере, просто за портфель запихаешь и все. Люди ноутбуки носят. Я вон на работу носил ноутбук. Похер дыр вообще. Ничего с ним не стал. У меня он 10 лет на работе, потом еще пролежал примерно. Ну, не 10 лет, многовато, наверное, ляпнул. Но лет 7 точно. Если уж так переживаешь, что ты где-то можешь ее треснуть, если портфеля даже, допустим, нет, ну такое тоже бывает. Просто возьми какую-нибудь тряпку, ее обмотай где-нибудь, там, не знаю, пару раз, чтобы там простыню какую-нибудь возьми, там, сложи ее несколько раз. И в пакет, и все. Ничего с ней не будет. Ты же не будешь там бежать с ней от каких-нибудь там полицейских. Ну вот и все. Вот и открылась эта самая заветная дверь. А я все начал тут уже задумывать, что за хрень, куда бы мне этот деть тот самый пропуск. Сейчас бы пошел все исследовать заново. Ну, хорошо, что вспомнил. Так, ну, я не знаю, мне такое ощущение, что прям, ну вот, близко-близко к финалу, прям вот финальный запах чувствуется. Старый санузел. Я тут был уже. Нет, слушай. Но есть сохранялки. Запомним. Чем больше переживаешь, тем быстрее сломаешь. Ну, отчасти ты прав. Блин, я не знаю. Ну давай, наверное, все-таки сохранимся, раз уж они прямо и пленку мне дали. И этот бобинник тут положили. Все равно, я думаю, ключам надо, особенно к подобной технике, я вот лично сам как-то всегда отношусь с осторожностью. К консоли, там еще что-то у меня в ящичках лежат, в коробочках каких-то, ну не прямо в упаковках, там, знаешь, пленку, блядь, не срываю. Все как бы... Ну, там просто, допустим, 2-я плойка у меня лежит в коробке там из-под каких-то этих там планшета, что ли, или что-то такое. Просто, ну, коробка подходящая нашлась, все. То есть с дисками я туда запихал, лежит до лучших времен. Глядишь, может, решу там. Здорово, Тайс. Как наша? Да, нормально. Единственное, что еще неделю больника мне впаяли нахрен до 14 числа. Вот и все, а так вроде ничего. А ты что, как, выходные? Да, на работу.
Также он в данный момент у меня этот, как его, четвертая плойка, она он просто сейчас у меня под столом, под ногами тусит на полу, вроде комфортно себя чувствует. Я тут стараюсь особо копытами не махать, чтобы ее не расхреначить хотя бы. Но вроде ничего. Вот, третья, она у меня просто в ящике ничем не накрывала, она хотя бы пылью не покрывается, просто в ящик подвижной положил, я тоже не шняк. А то запыленная консоль, сам понимаешь. Ее запустишь, она блядь, пыли себе хапнет, дай бог сгорит еще. Вообще, вот, по идее, все консоли, они боятся пыли много. Типа того, пьем с Серегой, пока отдыхаем. Ну окей, если что, я это наберу. Приятного вам чаепития. Так, тут какая-то сучка скрипит колесами. Откуда я пришел вообще? Отсюда? Ты запизделся, забыл, откуда шел. Нет, это мавзолей вообще. Семен Семенович, откуда я припиздил-то? Так, шум. Шум оттуда. Ага. Тихо. Подохни ты, упырок. Все, хорошо. Главное его положить и быстренько треснуть. Ну. Нормуль, завалил. Тебе хорошая игра. Да, я думаю, то, что я уже прям сегодня эту сволочь осилю. Бля, ну как вчера, короче, я присел с музыкальной этой загадкой, этой пизда вообще. У меня мозг вскипел. Пацаны, уже давай там помогать. Это жопа, блядь. Минут 40, наверное, сидел на клавише, тыкал на одни и те же. Ёбнулся. Разрабы умеют, короче говоря. Умеете, блядь, четко. Заебись. В натуре классно. Умеете. Могете. С этим они тут прям молодцы. Я даже скримерок поймал. Скримерок от этой игры поймал. Я скримеров, я не знаю, в играх вообще хрен знает сколько не ловил. Так, вот я сюда пришел, наконец-то я вспомнил. Так, ну если тут у нас знак стоп, то мы, блядь, сюда и пойдем. Мешочки. Здрасте. А чё тут так все забаррикадировано? Не следовало тебе сюда входить. Почему? Ебать, то есть. Понятно. Кто играл в Devil May Cry? S4. Да и третий тоже там такая загадка была. Север, юг, запад, восток. Это нужно соотнести, короче говоря, стихия воздуха. Купель пуста, потому что воздух. Это стихия воды, земля, ну и огонь, соответственно. И шастать по этим. Деревянная дверь. Золотая дверь. Я готовлюсь к новому приключению. Я лишь желаю найти то, чего ищет любой активный человек, стремящийся избежать бедности. Чего, блядь? Железная дверь. Медная дверь. Железо, золото, медь, а это дерево. Может быть, загадка про физические свойства металлов, типа того. Как могут быть эти вообще купели связаны? Железо. Это что у нас? Железо, медь. А, ну, в принципе, двери-то тоже у нас визуально золото, железо, дерево. Дерево это может быть огонь. Может, ты на это пойдешь? Может быть.
Давай пока для начала я попробую пораскинуть мозгами. Дерево, ну оно в воде, допустим, не тонет. Хотя смотря какое дерево. Тут свойства, скорее всего, я не знаю, может быть теплопроводность, что-то такое. Это физика. Блять, ну давай, дерево, огонь. Так, теперь север стал. Не, теперь юг стал деревом. Чисто на дерево пойдем. Сейчас дверки перепутать, всё будет плохо. Дерево с медью похоже. Это не так. Понятно, что уже плохо. Я должен на 4-ю дверь выйти уже был. Примерно. Я готовлюсь к новому приключению. Я лишь желаю найти то, чего ищет любой активный человек, стремящийся избежать бедности. Ну это золото. И что, типа все время в золотую дверь идти? Смотря что разработчики имеют в виду под планом бедности. Можно быть духовно бедным, допустим. Не обязательно материальный план. Что ищет любой активный человек, стремящийся избежать бедности? Ну, допустим, давай просто в золото всегда заходить. Дело не в том. Тут не зря меняется направление стрелок компаса. И вообще что-то смысл пока не улавливаю загадки. На меня, блядь, предупреждали сюда не заходить. Но это не зря сюда я зашел. Что-то нужно из этой загадки извлечь. Разрабы не стали бы прописывать целую комнату, целую загадку просто для того, чтобы тебе сказали, бля, молодец, парень, иди дальше гуляй. Не за спасибо работаем, короче. Мозгой шевелить надо. Смысл не понимаю загадки, что конкретно от меня хотят. Причем все время положение-то этих меняется. Что ищет любой активный человек? Бедности. Может быть, это типа металл? Типа окисление металла? Либо я вообще даже не в то русло, просто думать начинаю. Скорее всего, это загадка на химию. Вот тлеющие угли напротив дерева, напротив стали, также железо, напротив железа вода, напротив меди воздух, земля — это золото.
Надо уловить смысл, просто чем между собой они объединены. Типа медь окисляется может. Так и железо тоже может. И дерево может разбухать от воды. А вот золото, по-моему, нет. Я не знаю. Взаимосвязь не могу уловить. Положение чашек не меняется. Нет, меняется. Это очень странная загадка. Но они тут все как-то с приписью, конечно. В чем смысл? Вообще бесполезный какой-то. Я готовлюсь к новому приключению. Я лишь желаю найти то, чего ищет любой активный человек, стремящийся избежать бедности. Что мне нужно извлечь из этой фразы? Если читать между строк, я готовлюсь к новому приключению. То есть первое предложение говорит о том, что ты отсюда выйдешь, сделав что-то. Ну, то есть выйдя в определенную дверь. Я лишь желаю найти то, чего ищет любой активный человек. Активный человек, это подразумевается что? Металл. Но нет, почему-то тут дерево не вяжется с этой теорией. Как бы тут все есть металлы, кроме дерева. Стремящийся избежать бедности – это золото. Потому что, ну, нет, у нас, конечно, медь тоже сдают. Как бы вместо золота довольно-таки дорогой материал, как бы. Но металлоприемники можно выручить бабла. Ну, ладно. В чем смысл просто этой загадки? То, что ищет любой активный человек. Я не знаю, у меня в голове вот это вот изотопы, короче говоря, вот материаловедение, химия, физика даже, возможно. Окисление металлов, в этом прикол загадки или что? Тогда почему? Как это относится к чашкам, которые землей, допустим, набиты? Плавкость металла. Воздух плавиться не может. Что? Воздух, огонь, вода, земля. Это стихийные как бы вещи. И металлы. С чем могут быть связаны стихийные стихии и металлы? У нас это может быть окисление металлов, теплопроводность. Про физику меня спрашивают или про химию? Ну-ка, Леон, можешь подсказать хотя бы? Что конкретно от меня просят?
тут вряд ли трудности перевода. Тут вижу заданный вопрос. Скорее. Взаимосвязь не могу поймать. Я пока рандомно побегаю по дверям. Давай попробуем просто в последовательности. Сначала дерево. Потом у нас идет железо. Потом у нас идет медь. Потом у нас идет золото. Нет. Опа. Свечка одна загорелась. Почему? Так, ну-ка. Давай еще кружок. Дерево. Потухло. Железо. Медь. Золото. Я думал, что как это может работать по благородности металлов. Загорелась одна свеча. Таких 6. То есть единственное, как тут можно уловить, возможно, если я хотя бы правильный ход мысли. То есть по благородности металлов. Дерево хрен с ним, это типа начальный этап. Потом у нас идет, естественно, железо, медь и золото. Может быть, тут вообще таблица Менделеева имеет в виду? Типа как расположены металлы в таблице? Ну, бля. Причем тут дерево тогда? По-моему, надо на свечки смотреть. Ну, тогда цепочка рвется, если ты начинаешь, допустим, дерево, железо, медь, золото. Вот одна херня на люстре загорелась. Дальше. Пробуем в обратном порядке. Золото. Сразу тухло. Золото, потом медь. Потом железо. И дерево. Нет. Так, железо. Ой, тут и дерево. Железо. Медь. Золото. Загорается. То есть первая последовательность верна. Если я правильно понимал идею загадки просто. Вот что интересно хотят они загадать-то. Если отсюда исходить, если дерево было первым, тогда получается вторым кругом будет железо. Нет, тут вот падла. Так, дерево, железо, медь, золото. Здорово, тостер. Го начало, а тут нет начала, понимаешь? Я бы просто можно где-нибудь идею загадки. Так, давай попробуем отсюда выходить сразу не в железную дверь, а вот именно в медную.
Продолжает гореть 2 свечи. Так, стоять. Я лучше запишу нахрен последовательность. Так, дерево. Железо. Я чисто методом тыка я сейчас эту загадку решу. Дерево, железо, медь, золото. Потом дальше идем. Медь. С меди, я думаю, железо. Но не факт. Потухло. Так. Значит, мы исключаем из этого алгоритма, скажем так, железо. Железо минус, окей. Я методом тыка сейчас решу. Поехали. Дерево. Так, нет, начало это первая твоя комната, когда все сбрасывается. Сейчас я ее решу, погоди. Так, дерево, потом идет железо, потом идет медь, потом идет золото. Загорается. Потом отсюда у нас идет медь. Железо исключается из списка, тогда у нас 2 варианта. Либо золото, либо дерево. Ходим в золото. Золото. Медь. Золото. Подожди. Медь, золото. Из золота мы заходим. Куда бы? Давай в железо. Нет. Железо теперь и тут исключается. Значит, у нас, скорее всего, дерево. Пробуем. Так, дерево. Железо. Где тут? Медь. Золото. Потом идет медь. Золото. О. Подожди. Дерево. Потом железо. Потом медь. Потом золото. Так. Потом идет медь. Потом идет золото. Что за хрень? Только что же это... Подожди, может... Так, дерево. Железо. Медь. Золото. Свеча горит. Потом мы заходим медь. Вот. Короче, они иногда на них свет падает, и они медь можно с деревом перепутать. Медь, потом золото. Вроде как. Но это не точно. Нихера. Подожди, почему? Значит, не золото. Так, дерево, железо. Медь. Золото. Загорелось. Дальше заходим. Медь. Потом у нас идет
Что, дерево, что ли? Нет. Странно. Дерево, железо, медь, золото. Потом опять идет медь. Золото и железо не катят. Дерево попробуем. Дерево, дерево. Блять. Я что, неправильный смысл загадки уловил? Сейчас, подожди. Почему алгоритм сбивается сразу же? Блять. Подожди, ну что за хрень-то, а? Я нашел дерево, железо, медь и золото. Горит огонь. Дайте все перепробовал, реально. Золото, железо и дерево. Снова тогда медь. Хм. Подожди, нет, нет. Походу. Медь, катит, железо, золото. Подожди. Я запутался. Ой, бы. Так, после меди у нас идет когда дерево смотрит на юг, это начало. Так. А смысл вообще загадки-то тогда в чем? Я думал, просто нужно в последовательности определенной, типа дерево, медь, ну там дерево, железо, медь, золото. Потом ты заходишь, ну, у тебя одна загорается свеча. Потом у тебя идет на втором круге, у тебя идет медь. И, допустим, надо отсюда золото. Нет, не гаснет. У меня загорались три последовательно. Это половина. Я тогда вообще смысл этой загадки не понимаю. Это странно.
Как у нас может быть юг связан с деревом? Потом этот юг перемещается на золото. Снова золото. То есть снова идти на юг. Потом снова идти на юг. Уже в дерево. Так, кстати, быстрее загорелось. Надо начало найти. Так вот, я же только что стоял начало. После начала я пошел на дерево, по-моему. Вот загорелась одна. Какая-то хуйня, короче. Ну вот и все потухло. Я понимаю, что принцип загадки нужно зажечь все эти, как его, все печки. Смысл просто в чем? Как это работает? Понимаешь, что все двери перемещаются относительно сторон света. Север, юг, запад, восток. Это ебаный вообще. Ну вот первый принцип, то, что я разработал, так сказать, дерево, железо, медь, золото, это работает. Потом дальше мы выходим в медь. Вот он и два огня горят. После меди надо подобрать второе. То есть медь у нас стопудово. Заходим в золото. Золото исключается. Заново алгоритм набиваем. Раз. Два. Потом 3. 4. Загорелось. Потом идем снова медь. Это у нас медь. Медь. Снова идем. После меди. Золото, значит, я исключил. Теперь мы выходим серебро. Ой, блядь, железо. Нет. Железо тоже. Исключаем. Или заходи в игру, значит, сначала будем. Зачем? Загадка без выхода игры решается. Дерево. Железо. Медь. Золото. Загорелось. Ищем медь. Медь. Так, железо исключил. Теперь мы можем что? Дерево. Же дерево? Дерево. Не горит. Дерево исключаем.
Дерево исключаем. Заново набиваем алгоритм. Раз. Два. Три. Четыре. Загорелось. Идем. Медь. Потом еще раз. Медь. И нихуя. Значит, не этот принцип. Может кто в чате написать просто хотя бы смысл этой загадки? В чем он заключается? Двери, чтобы совпали по сторонам света, либо какая-то фишка в чашках, но не зря же они тут стоят. Просто вот, типа, найди север, чтобы деревянная дверь на него смотрела. Так, а дальше-то что? Не север, а юг. Блять, там загорелось. О, уже две загорелось. Ну, тут чисто случайность. Только такие вещи записывать надо. Смысл надо уловить просто, что они хотят. Блять, я опять забыл, куда я заходил. Так, вот горит одна. У нас дерево. Горит одна свечка. У нас дерево на юге. И огонь. Пойдем золото. Луна. Заходим тогда юг, дерево, огонь. Ебутина вообще. Чаша, где ничего нету, это типа, ну, а-ля воздух. Это во-первых. Эти чашки относительно двери перемещаются всегда. Ты можешь сделать медь напротив воды. Получается, двери это один круг перемещается. Чашки это второй круг перемещается. И внутри вот это вот третий круг перемещается. Тебе надо, получается, чтобы они как кубик Рубика совпали так, чтобы у тебя получилась сквозная дверь. Какую сторону они тогда имеют в виду? Вот в чем дело. И при чем тут металлы? Кстати, я только что, по-моему, принцип загадки понял. Но не до конца. Золото, воздух, воздух, дерево, земля, дерево, воздух. Бред какой-то. Я просто не понимаю, как это просто даже назад вернуть. Ну, чтобы воздух. Подожди.
Ну, короче, воздух, чтобы был напротив золота, правильно? Для начала. Просто как вернуться назад, чтобы у тебя... Если ты неправильно что-то сделал. Это странная вообще тема вся. О, у меня опять 3 свечки горит. Раз, два, три, четыре, все равно 7, подожди. То есть, если я сейчас пойду не в неправильную дверь, одну из 4, просто тут очень дохрена комбинаций получается. Это как кубик Рубика, короче, но только поменьше. У кубика дохрена грани, а тут получается порядка 8. Это как кубик Рубика, разделенный на 2. Ну, что-то в этом роде. Наверное, я на дереве. Дерево. Потом земля. Потом снова дерево. И снова воздух. Нет. Они ж только что все горели. Хуяк, все потухло вообще. Золото. Воздух. Воздух. Ой, там, все потухло. Золото. Потом воздух. Потом еще раз воздух. Нет. Либо они алгоритмы меняют. Прям в процессе. Блять. Я хочу просто... Я хотя бы добиться... Ну, попробовать все-таки решить эту загадку, в чем она основывается. Надо четко знать, в какие двери забегать можно, в какие нет. И когда ты зажжешь все 6 свечей, в какую выходить. Последнее дерево, земля, дерево, воздух. Оно подходит, но первые 3 не подходят, там какая-то ошибка. Либо смотря в какой последовательности ты туда зашел. Не знаю, вообще непонятно. Золото. Потом воздух. Потом еще раз воздух. Нет. Золото. Горит. Потом воздух. Потом, короче говоря, получается не воздух, а что-то другое. Земля. Короче, золото, воздух, земля. Так, подожди. Золото, воздух, земля.
Здорово, Тём. Я тут пытаюсь кубик Рубика с этой сраной разгадать. Золото, воздух, земля, потом дерево, пересвечки. Дерево. Потом получается земля. 5 свечей. Дерево. Потом идет земля. Потом у нас получается идет еще раз дерево. Бля, я думал, это просто реально все основано на физических свойствах металлов или что. Физика или химия, насчет чего меня пытается мозг сломать. Но тут вообще, короче, эта загадка, это просто, ну, она не имеет алгоритма смысла какого-то, просто как такового вообще. Блять, давай, дерево. 6 свечей. То есть, как можно его из этого всего поймать просто смысл? Золото, воздух, земля, дерево, земля, дерево. И теперь у меня есть 4 варианта выхода. Там чел просто читает на английском. Тебе нужно было тогда уж лучше в Google забить, он тебе более адекватный ответ бы дал. Так, если я вошел сюда в деревянную дверь, то как вариант отсюда можно попробовать выйти в дерево опять. Ой, там. Дерево мы исключаем нахрен вообще. Я просто попробую найти другой алгоритм. Ну, в смысле, точнее, блять, методом исключения. Так, снова премся в золото. Потом, так, все горит. Потом воздух. Потом земля. Земля-мемля. Так, потом дерево. Подожди, оно опять сбросилось? Мать. Так. Золото. Загорелось. Причем они еще крутятся по кругу, эти комнаты. Бля, это реально как вот этот куб в фильме, то же самое. Золото, потом идет воздух. Так. Потом идет земля. Угу. Потом у нас идет дерево. Потом идет обратно земля. Ага. И потом идет у нас дерево. Дерево. Все свечки горят. И просто по убывающей пойдем. Давай железо найдем. Железо. Нихера, железо исключаем. Железо пошло в очко. Юмаковку. Давай, золото. Потом воздух. Потом земля. Потом дерево. Чего? 5. Так, золото. Загорелось. Потом воздух. Сюда. Потом земля. Вот сюда. Блять, а чё нет-то? Либо надо учитывать тот момент, что у тебя они еще относительно внутреннего круга перевернулись, что ли? Когда у тебя в целом алгоритм этот меняется, и фактически, короче говоря, чтобы у тебя эти комнаты совпали, образуя выход, вот как-то вот так вот, короче, чтобы они не получились, они у тебя еще относительно этой всей херни, короче, сдвигаются. Бля, сейчас мозг порвется вообще. Так, ну точно на золото.
Потом у нас идет воздух. Это точно, это не меняется. Потом у нас идет земля. Вот, а так дерево теперь не катит. Теперь, короче, надо вот это вот вычислять. Нет, просто по кругу не катит. Теперь надо, исключая дерево четвертый пунктом, надо, короче говоря, вычислить из этих всех, не наебнув алгоритм. Получается, если дерево мы исключаем, пошли хотя бы в железо. Хуй. Заново. Так. Золото. Это вот здесь. Потом воздух. Сюда. Потом у нас идет земля. Вот сюда. Металл, дерево не катит. Это может быть тогда медь. Медь? Медь? Медь. Ой, не медь, значит обратно золото. И они опять, сука, сместились. Теперь они стали в зеркалке нахер. То, что было до этого у меня вот в этой части комнаты, у тебя, когда ты сбрасываешь. У тебя это раньше было вот здесь, она сюда переместилась. Оно, получается, вернулось на старый алгоритм, который я изначально записывал. Вот смотри, сейчас что будет. Золото. Потом воздух. Потом идет земля. Потом идет дерево. Блять, нет. Золото. Воздух. Воздух. Нет. Они проворачивают эти комнаты. То есть у нас получается внешний, внутренний и средний круг. И они между собой всегда гуляют вот так вот по кругу, как на карусели. То есть у тебя как карусель тройная выходит. И этот алгоритм надо поймать. Но дело в том, что у тебя всегда золото, если ты в него заходишь первым и загорается одна свеча, у тебя оно перемещается по кругу. Надо эту фишку учитывать. Поэтому некоторые алгоритмы, они не катят. То есть ты можешь его записать. Вот я сейчас зашел в золото. Воздух, он прокатит. Воздух прокатит. Земля прокатит. Но четвертое, да, блядь, теперь и земля не прокатывает. И теперь оно вернулось вот сюда. Золото. Воздух. Земля. Нет. Теперь она вернулась как-то на 2 вообще. Жопа какая-то вообще. Я не могу понимать вообще, что они от меня хотят. Алгоритм этой загадки. Золото, допустим. Потом идем на воздух. Ждем. Ладно, воздух. Потом земля катит? Не катит. Идем в золото опять. Потом идем на воздух. Потом, блять, я не знаю. Потом идем в дерево, допустим. Нет. Золото. Воздух. Медь. Вверх. Нет. Ну, золото. Воздух.
Потом идет медь. Так, дерево, медь. Ну, давай железо. Нет. Снова возвращаемся. Золото. Воздух. Потом земля будет. Нет. Блять. Да вы что, угораете? Золото. Воздух. Потом, что может быть? Ну а что, я уже все перепробовал. Снова дерево? Нет. Давай это почеши, блядь. Что интересно будет вообще в конце этой загадки? Зачем мне будет башку? Как бы не вопрос, можно просто загрузить игру. Может там что-нибудь интересное. Так, золото. Дальше. Воздух. Два огонька. Нет. Два монстра. Так за этими монстрами, наверное, что-то тоже будет. Так. Золото, воздух, дерево. Я вот попробовал золото, воздух, дерево сейчас. 3 огня загорелось. Теперь надо алгоритм. Если он не наебнется, надо еще дальше юзать, короче говоря. Так, вот что теперь может быть? Допустим, пойдем. Здорово, давай. Допустим, пойдем на воду. Нет. Так, снова ищем тогда золото. Короче, земля всегда к золоту относится. Огонь к дереву. Воздух к меди. Вода к железу. Так. Значит, вообще тогда, блядь, алгоритм странный. Ну ладно, похуй. Золото. Потом у нас идет воздух. Потом у нас идет дерево. Дерево. И огня. Да хуй там, блядь, она тоже сбилась. Твою мать. Золото, воздух, воздух. Ну, давай попробуем. Просто в порядке времени. Золото. Воздух. 2 огня. Воздух. Ой. Золото. Золото. Воздух. Золото. Так.
Золото, воздух, золото теперь работает. Да, ракеты, земля, воздух. Загадка это вообще, вот я не знаю. Подожди. Дело в том, что при каждом зажженной свечи тебе дополняется история. Так, тогда надо вообще основу все наебнуть. Ну да, просто в любую дверь. Так, золото. Стой, сначала читаем без горящих свечей. Я готовлюсь к новому приключению. Я лишь желаю найти то, чего ищет любой активный человек, стремящийся избежать бедности. Сейчас, наверное, какую-нибудь охуительную историю мне расскажут. Золото, окей. Горит. Я упал в море, но так и не научился плавать. Я на глубине 3 футов под водой. Мое единственное желание иметь то, что было с нами на протяжении всех наших жизней. Иначе мне не жить. Это воздух. 2 огня. Меня спас экипаж моряков, но мы заблудились. Я хочу следовать за светом звезд малой медведицы в ночном небе. Меня спас экипаж моряков, но мы заблудились. Я хочу следовать за светом звезд малой медведицы в ночном небе. Это огонь. Нет. Я не понял смысл тогда третьего. Так, дальше идем на воздух. Читаем. Меня спас экипаж моряков, но мы заблудились. Я хочу следовать за светом звезд малой медведицы в ночном небе. Что будет там? Подожди, малая медведица у нас на севере? Ну да, значит север. Подожди, а тогда не катит с деревом и огнем? Катит. Золото, воздух, ну вообще дерево как бы, но тут скорее получается золото, воздух и север, а не то, что мы подумали все вместе. Нет, то дело вот в том, то, что пишет на этой табличке, вот этот мореплаватель попал, короче, в кораблекрушение. Ну ладно, не суть, он попал в какую-то залупу, короче говоря. Он тебе рассказывает историю на этой табличке. И что на этой табличке написано, ты должен допереть. Допустим, он говорит то, что я типа поехал в плавание за золотом. Значит, дверь золотая. Вторая фишка говорит, когда мы утонули, типа, мне нужен был воздух, я дышать не мог, типа, а-ля под водой. Потом он говорит про малую медведицу. То есть медведица у нас где малая, где всего светит? Это нахрен север, это умка, хуюмка и так далее. Мультик все смотрели. Дальше читаем. Вот у нас свечки 3 горят. Вот. Короче говоря, золото. Сейчас я, блядь, исправлю, тут уже каша какая-то в записи. Так. Золото. Воздух. Север. У нас мужики, знаешь, вот татуировки раньше себе на пальцах набирали. Коля, север, там вся хуйня. Так. Читаем. Тут даже вообще не нужно обращать на окружение. Тут надо конкретно вот по табличке. Вот есть табличка, все. Там только она тебе дорогу расскажет. Все это потому, что крутится, она не имеет смысла вообще. Свирепый шторм затопил лодку. Скоро мы полностью уйдем под воду. В эти минуты отчаяния моя единственная цель найти то, что не даст мне утонуть. То, что не даст мне утонуть. Это дерево. Типа он использовал это как плод.
Полагаю. Но еще, если покумекать. Золото, земля нет. Воздух не даст утонуть, ну такое себе. Железо, тем более топором пойдет. Вода тут тоже как бы особо ни при чем. Части света тут как-то не особо катят. Я считаю, что это дерево. Да. Дерево. Дальше читаем. Я дрейфую в открытом море, в полном одиночестве. Я вглядываюсь в горизонт, надеясь видеть в небесах чаек. Я дрейфую в открытом море, в полном одиночестве. Я вглядываюсь в горизонт, надеясь увидеть в небесах чаек. Земля, ну может быть, типа чайки пасутся возле земли. Может быть. Предположим. Да, земля. Блять, ну загадка, конечно. Когда допрешь, что от тебя требуется. Я очнулся на необитаемом острове, приближается ночь. Но я должен кое-что успеть до того, как мир погрузится во тьму, а холод пронзит мое тело до самых костей. Это огонь. Огонь. По-любому огонь, но что еще может быть? Так, читаем. Дальше. Прошло уже несколько дней, я до сих пор не увидел ни одной лодки на горизонте. Здесь я и умру, другого не дано. Прежде чем я навсегда закрою глаза, я должен еще раз увидеть закатное солнце на горизонте. Закатное... Нет, что где, когда, это немножко по-другому. Там элитарное, блядь, казино, а тут какой-то пиздец. Ты носишься и думаешь, что ж тебя разрабы хотели. Нет, я не думаю, что это воздух. Прошло уже несколько дней, а я до сих пор не увидел ни одной лодки на горизонте. Здесь я и умру, другого не дано. Прежде чем я навсегда закрою глаза, я должен еще раз увидеть закатное солнце на горизонте. Что у нас может олицетворять? Восток. Солнце встает. Закатное солнце. А садится оно на западе, мать его. Да? А почему тут запад? Не буква и В. А, нет, подожди, ист. Наверное. Так. Золото. Воздух. Север. Дерево. Земля. Огонь. У меня стененько чуть-чуть подвисло. Значит, это не запад. Что тогда имелось в виду? Блядь, я какой-то между строк упускаю смысл. Прошло уже несколько дней, я до сих пор не увидел ни одной лодки на горизонте. Здесь я умру, другого не дано. Прежде чем я навсегда закрою глаза, я должен еще раз увидеть закатное солнце на горизонте. Как это может относиться? Это либо к частям света относится, либо это относится к стихиям, либо это относится к металлу. Закатное солнце на горизонте. Последний раз он хотел его увидеть. По методам исключения. Да, блять. Это, короче, был... Это был не запад. Это был восток.
Да. Но почему восток? Закатное солнце же. Пиздец. Ну и загадочка. Ну это как вчера с музыкалкой тоже, блядь. В голову тебя просто трахнули. Ух, ладно. Общими молитвами. Чтобы истреблять. Да я помню, дроба. Я не знаю, они мне тут должны просто нет. Блять, я еще не попал. Чего двое? Я лучше через инвентарь перезаряжусь. А тот все скопытился сразу. Вставать не хотите? Поет. Этому больше досталось. А-та-та. Ой, блять, баба долго перезаряжается. Так себе. Есть что у меня по лечилкам-то? Ну, 2 аптечки. Я не знаю, мне тут должны просто миллиард ресурсов насыпать, я не знаю. Сначала я выбрал запад, потому что солнце у нас встает на востоке, а на западе садится. Там же фишка-то, он в загадке написал то, что типа перед закатом увидеть. Оказывается, надо в точности наоборот. Просто в точности наоборот. Почему-то. Блять, еще не сдох. Я сначала вышел, по-моему, ну, я все зажег и вышел на запад. Но надо было, потом еще раз это сделал и уже вышел на восток. И потом все получилось. Бункер 3, вы. Это как-то концовочкой пахнет. Так, 7 сентября 1979. Близнецам уже по 8 лет. Они носятся по дому, а пациенты и персонал клиники балуют их без меры. Члены секты теряют терпение. Они считают, что девочек пора принести в жертву. Мне удалось снять напряжение, назначив дату проведения ритуала. 26 ноября 79. Сегодня Анна и Эмма подарили мне пару шлепанцев, которые сами же и смастерили. Похоже, один сшила Анна, а второй Эмма. Это объясняет тот факт, что шлепанцы разного размера, и все же в них довольно удобно. Дата жертвоприношения приближается, я потерял сон. Девок хотят, короче говоря, жертвоприносить. Ну все. Ну и как характерно в таких играх, короче. Шприц, наполненный жидкостью синего цвета. Как характерно для игр такого плана, сейчас последние моменты будут заваливать просто записочкой. Ну, кстати, это такая комнатка. Возможно, это, знаешь, типа ты должен был эту загадку пройти со сторонами света и так далее, чтобы тебе было типа с финальным боссом, к примеру, биться. Вот там малыш Мишлен летает за мной вообще. Может быть, эта штука его убьет. Подожди, а что это? Это предмет. Противоядие какой-то. Это, возможно, на лучшую концовку, к примеру. Читаем.
В конце 15 века на островах к западу от берегов Канады было обнаружено племя аборигенов, называвших себя тисмуитами. Основным их промыслом было рыболовство. Примечателен тот факт, что в отличие от прочих племен того периода, тисмуиты устраивали жертвенные ритуалы, аналогичные ритуалам майя и ацтеков. Согласно отсчету первых исследователей, отправленных на острова Джоном Кэбботом, аборигены принесли в жертву двух братьев-близнецов, а их кровь использовали в качестве подношения подземному богу, который, если верить легенде, должен переродиться и вернуть в наш мир дуализм. Прям все. Дуализм и так далее. Согласно документам о последних это я уже все читал. Да типа и все, короче, тут походу больше делать-то нечего. Сейчас в основном, ну, если ближе к концу, сейчас полетят всякие куча записок, которые поясняют The Lore. Потому что, как правило, такие игры не особо балуют катсценами и так далее. И будет лура наваливаться, и какие-нибудь ебаки посерьезнее будут. Так что, возможно, скримеры или еще что-то в этом роде. Так, Семен Семенович. Все, я отсюда, короче говоря, вышел. Я уже забыл. Вот отсюда я пришел. Да, заходим. Потом идем сюда. Вроде никого. Ножки кто-то убирает и все. Холодно, наверное. Оттуда ветер дует, походу. Вот они и зябнут на жутки. Ни за что не заглянул внутрь. Я бы посмотрел. Я прям короткими шажками иду, чтобы пизды не получить раньше времени. Он стоит хуй куколка. По идее, он типа должен быть выше этих колясок. Надеюсь, не повезет. По касательной прошла. Но дробаш их никогда не шотил. Все, до свидания. У меня 8 патронов. В не время до хрена вот эти энергоемкие батарейки дают. Ну окей, если они хорошо дамажат, лучше дробаша, я только за. Кафедра, видимо, отсюда читали проповеди. Ну, они тут начинали, наверное, ритуалы свои проводить, но потом, обнявшись, как в детском лагере, взявшись за ручки, построившись по парами, ну, типа ручеек, короче, они топали делать свои грязные делишки. Алло. Дверь. А там? Ну там пиздюк ходит. Так, давай сначала в дверь. Я бы сохранился, вот серьезно. Алтарных собраний. Лечилка. Да давай, чё? Шабанемся чуть-чуть. 7 ноября. Годами я проклинал свою судьбу. Я всегда считал, что меня лишили права по рождению. Ведь мой брат-близнец умер во время родов. Я возненавидел свою мать, возненавидел врачей, а более всего я возненавидел самого себя. Мы должны были принести свою кровь в жертву богам.
Секта не станет приносить в жертву одного ребенка. Им нужны братья-близнецы, иначе наш бог не вырастет. Но теперь я все понял. Моя роль в перерождении бога заключается не в том, чтобы отдать свою кровь, а в том, чтобы вести секту Полукса этим священным путем. Секта у нас на близняшках специализируется. Их только это дело интересует. Причем неважно, мужчины, женщины, без разницы. Что-то сердце-то крестя. Это не похоже на картину, неужели фотография? Вот прям выдрали прям с Silent Hill подобные вот картиночки, фотографии. Тут скорее больше Silent Hill'овского, чем резидентовского. Да-да. Так, прежде чем идти к ебаке, мы сейчас сходим и сохранимся. Потому что это дело рискованно. Так, надо вспомнить. Лестница просто наверх получается. Семь. Ну, 8 выстрелов у меня. И 23 патрона. Такое себе. Не густо. Ну, скорее всего, тут именно запас оружия впритык, чтобы у тебя сика поджималась. И чувствовал себя жертвой. Ладно, давай перекур сейчас. И потом пойдем атаковать того бродягу, который там жало ходит. Сейчас подойду. 3 минуты. Поехали дальше. Так, сейчас вниз спускаемся.
Потом вот сюда. Я уже маленько даже забыл. Дошел. Вот сюда. Так, дробаш заряжен? Да. Парочка ходит. До свидания. Слушай, нет, это не такой чел ходит. Заходит мужик. А нет, это он такой же. Бля, ну камера, конечно. Его подманить сюда. Потрошки. Здорово, мэн. Перезарядка. Одного выстрела слег, надо же. Вот что дробаш животворящий делает. Так, давай пасти тут все. Не ВДХ же ее брызгать, правильно? Что надо сделать? Это вот в этой точке. Молоко можно долбануть по ним. Эй. Странно. Для чего-то же эта статуя нужна. Прям в руку ей что-то надо вставить. Скальпель. Не работает. Ключ. ВДХу. Слесаря будет на нашего похож. Но это явно нет. Как-то молоток вроде катил. Ну нет. Ну, тоже нет. Еще раз молоток. Одноразовая статуя. Скальпель. Тоже нет. Ёбан. Работает, то не работает. Если прям это лютый какой-то квест, то мне по-любому надо будет это решить. Меня тупо дальше не пропустить. Вазоны заполнены свежесрезанных цветов кабудула. Вазы полны свежесрезанных цветов кабудула. Вазоны, блядь.
Большое мраморное надгробие. Над ним скульптура молодой женщины с цветами кабудула в руках. К аромату цветов примешивается трупное зловоние. В золотой пластине выгравирована надпись. Прекрасный архангел едва приподнял палец. Золотой блеск его кольца чуть не ослепил меня, а затем внезапно врата ада распахнулись настежь, лишь меня на статую надо кольцо напялить. Ну, нет. Смотрим, может быть, потом можно как-то это кольцо будет выбить, я не знаю, с какого-нибудь моба там. Врата-то открылись какие-то. Че, срезка? Ну да. Шли обратно к статуе. Очень странно. Что они мне предлагают, блядь, весь особняк прочесывать? Для чего? Может, что-то с чем-то комбинировать? Бля, он тут комбинация тогда будет до хрена. И все. Блять. Сейчас попытался тут комбинировать вещи и так далее. Надо просто смотреть это херню. Вниз пошли. Коллектор. Как раз про коллектор, который говорилось в записках. Живой? Теперь не очень. Так, подожди. Я полагаю, что это у нас... Кто мог осмелиться на медицинские процедуры в таком месте? Ну, блин, женщины понятия не имеют. Психи только. 15 августа 69 у членов секты заканчивается терпение, близнецов становится все меньше, а наши попытки намеренно вызвать их зачатие у подопытных провалились. Все полученные нами образцы представляли собой уродливо сросшиеся утробные плоды, способные к длительному выживанию после кесарево сечения. Если ничего не изменится, я потеряю свой пост верховного жреца секты Палукса. Я опасаюсь, что без моего руководства остальные члены секты утратят всякую бдительность. Это может привести к разоблачению нашего культа. Ну, пробовали и не напробовали. Короче, у них ничего не получалось. Снова батареи такие дают. Так, давай еще раз. Я хочу пробежаться прям. Вот. Еще один поворот тут был.
Отсюда зашел. Тут, скорее всего, тупик будет. Да, верно. Просто спускаемся вниз. Главное сейчас просто важные предметы не пропустить. Типа патронов, которых осталось 5 штук. Потому что на такого здоровенного зверюгу находит где-то, ну, я думаю, порядка больше 10, наверное, патронов. Хотя, может быть, ток на него хорошо будет действовать. Я не знаю. Ну, записочки. 19 марта 91. Иногда по ночам я вижу сон. Во сне ветерок танцует в аромате цветов и ласкает мое лицо. После полуденное солнце окрашивает облака за горным кряжем. Пастельные тона. Сердце мое наполняет радость. Я стою на красивом балконе, уставленном пышущими зеленью, цветами и растениями. Я возвращаюсь к себе в комнату, стены которой украшают роскошные зеленые обои. В комнате царит чудесный аромат лаванды. Прямо передо мной большое зеркало. Я подхожу к нему, не в силах противиться любопытству, и в его стекле появляется мое отражение. Да, это я. Хотя не совсем я. У девушки в отражении чистые ухоженные волосы. Ее гладкая кожа едва не светится от легкого загара, а губы алые, как спелые ягоды. Несколько мгновений я любуюсь ею, испытывая лишь зависть, а затем внезапно все внутри меня сжимается. Меня отравляет ярость. Глаза наливаются кровью. Я повинуюсь убийственному инстинкту и бросаюсь к шее девушки. Она так похожа на меня, и все же растерянный взгляд выдает в ней самозванку. Под пальцем я чувствую давление крови в ее сонной артерии. Ее губы пытаются произнести какое-то слово, но я только усиливаю хватку, боясь того, что она может сказать. Я сжимаю ей горло еще сильнее. И тогда я просыпаюсь в темноте, мокрый от пота. Звук сточных вод и сквозняк заставляет меня осознать, что я в своей комнате. Аромат лаванды на миг задерживается, парит в воздухе, а затем и он улетучивается в прутье решетки. В общем, глючит тетеньку. Всякие смертоубийства. Так, тут у нас опять несколько ходов. Пойдем в первый. Это у нас открывает. Угу. Надо срезка. Все, я понял. Вставай, мужик. Блин, у меня не особо там много ресурсов по катакомбам бегать. Тут важно, конечно, знать, куда идти. Иначе можно вообще без ничего остаться. Дай-ка угадаю, знакомая дверь. Эмма, не спускайся в склеп, иначе попадешь прямиком в ад. Это предостережение для Эммы, одной из пропавших двойняшек. Получается, одна из девочек может находиться внутри склепа. Нужно найти способ туда пробраться. Ну да. Похоже, сломан замок, не поддается. Не открывается. Здесь не подходит. Тоже нет. Берем нет.
Ну, точно нет. Ну, а что-то другое, походу. Здесь-то тоже 6 января 94 год. В мою тюрьму пришел дедушка Ной. В руке он держал револьвер. Когда я обернулась к нему, он отступил на пистолет и отпустил. «Ты жива?» – произнес он удивленно. «Спустя все эти годы ты жива». Я была потрясена. Это был он в самом деле. Самый человек, который посадил меня в заточение и держал в неволе все эти годы. Хотелось наброситься на него, но он направил на меня пистолет, и еще я очень хорошо понимала, в каком ужасном физическом состоянии я тогда была. Весьма удачное стечение обстоятельств. «Господне знамение», — продолжил он. «Наконец-то двойняшки Вайлбергер воссоединятся. Когда сюда прибудет Анна, я наконец-то открою склеп и доберусь до храма. Потерпи еще немного, дитя мое, совсем чуть-чуть». А затем он удалился, не оглядываясь. Я пошла за ним к выходу, но как и ожидала, он запер за собой дверь. Это последние слова, которые я напишу. Долгие годы я была здесь узником, но если он решил, что может управлять моей судьбой, он ошибается. Вход в храм защищен сканером сетчатки 2 пар глаз, принадлежащих двойняшкам. Ему нужны обе, Эмма и я. Мои глаза он не получит, я остановлю его. Лезвие раскалено до красна, я должна это сделать. Эмма, если ты это почтешь, ты должна выжить любой ценой. Живи полноценной жизнью, забудь обо мне. А если увидишь отца, не говори ему о том, что я была пленницей все эти годы. То, что я собираюсь с собой сделать, не хочу, чтобы он увидел меня такой. Это будет моим последним решением в моей жизни. Вот почему баба у нас... Там был кот. Ну вот почему у нас баба с одним глазом очнулась. Подожди, это то? Какая записка-то? Нет. Там 6 было страниц. Давайте попробуй найди это все. Ага, 284-36. Что нужно, как вести-то? Что-то использовать? Открывается. Замок сломан, не поддается. Ладно. Бля, патронов 3 штуки осталось. Вот это беда, конечно. Я вот опять же не знаю, мне в астрал перейти или нет. Давай сначала здесь все обойдем. Ой, блин, вспомнил их. Там еще какой-то ход один я пропустил. Да, пока, наверное, заходить, а мне не получится. Я сейчас с другой стороны там буду это дело обходить. Да-да. Уже у нас ничего такого. Вот. Не ребенка. Детский каракуль, нарисованный кровью. Подожди. Блин. В этих каракулях может быть что-то. Ладно. Как бы это достать тогда?
По книжкам прошел, да, я прошел эту землю с воздухом. История была, ну, решена, короче. Ну, жесть, конечно, полнейшая. Так, я воздух спускаю. Надо к той бочке как-то пробраться. А вон там лестница. Блин, все главное ресурсы никакие не упустить, у меня 3 патрона. И на ебаку не нарваться, иначе не труба. Ну, как бы хилы есть, сохранение тоже прошло. Надо все очень четенько делать. Переключатель от старого телевизора. Допустим. Повсюду валяются разложившиеся трупы. Все это время они пролежали под водой. Они там разбухли, наверное. Наверное, нужно разместить кое-что перед сканером глаз. Ну да, ничего не происходит. Естественно, ничего не происходит. Баба с одним глазом. Мне нужен типа второй. Да, вот туда надо положить. Это было зря, да? Нет, смотри-ка, игра меня никак не наказала пока что. Это основной вход. Это святилище, там хранилище, где они эти ритуалы свои делали. Что туда добраться? Надо. Что надо? Надо в астрал, по идее. Астрал у нас... Иди старый телевизор, там включи чем по баскетболу не оставь. За бодирогу, за Кукача надо болеть. Это в 99-м году было? Так, ну нет, в принципе-то все, да? Ладно, потыкали в астрал, кладовая в коллекторе. Вот что делать с этим сейфом? Ну, явно не подходит. Например, Кукач, Бодирога, там какие-то еще у них. Ну, это же Югославы, у них такие забавные были фамилии. Так, палим астралы. Пик. Пик. Спальня Каролины. Что? Это что, моя комната? Но она ведь находится в сотнях миль от особняка. Как такое возможно? Она больше задалась вопросом, какая сука ей глаз вырезала. Ну, серьезно. Это мой гардероб. Сейчас мы при переодевании. В общем, телевизор включим и будем смотреть матч Югославии по баскетболу. Снова записки. Прошлой ночью это снова случилось. Мне приснился тот самый кошмар. Сон, в котором я падаю в пропасть. Крепко зажмуриваюсь, и когда в спину мне бьет ледяной холод, когда я наконец открываю глаза, то вижу, как по каменным ложбинкам и трубам течет грязная вода. Трубы уходят вглубь бесконечных тоннелей с арочными потолками. Какие-то люди отбрасывают искажения тени на покрытые плесенью стены. Один из людей, одетый в костюм радиационной защиты, хватает меня за руку и вопит страшным голосом: «Да начнется ритуал!» Я просыпаюсь вся в дурно пахнущем поту, срывая с себя простыни. «Ями, ща будет секас!» В текстовом виде. Поэтому будем в мыслях косвенно дрочить. Себя просто не, значит, она срывает, касаясь ногами пола, и я понимаю, что он тоже мокрый. Я включаю свет и обнаруживаю, что я не у себя в комнате. Стены испачканы, окно, выходившее на улицу, превратилось в проем, ведущий в темный тоннель, к которому текут нечистоты. Онемев, я стою с кровати. Меня окатывает волна холодного и зловонного воздуха. Я бросаю взгляд в зеркало и вижу на себе жалкие лохмотья. Мои волосы давно не мытые и утратили свой блеск. Не напуганные в прошлом замешательстве.
и в полном замешательстве. Кажется, в зеркале мое отражение, но в глазах есть нечто такое, чего я не узнаю. Девушка по другую сторону зеркала протягивает ко мне руки и хватает меня за шею. Ты оставила нас здесь. И тут я просыпаюсь в своей комнате, в окна строится свет уличных фонарей, подчеркивая силуэты деревьев. Я медленно убираю руки со своей шеи, и тут включается телевизор. Я пробую щипнуть себя, чтобы убедиться, что я больше не сплю. Переключатель поворачивается то вправо, то влево, и телевизор показывает будто бы случайные картинки, но всегда одни и те же. Так, запомнили, право-влево. Не, я, блядь, не пишу. Все равно тут надо такие вещи записывать. Вдруг последовательно сложено. Ну, а вдруг? Я сюда пришел. Давай-ка дернем вот эту дверь. Я не могу уйти, пока не узнаю больше о девочках на фото. А мы будем смотреть охуительную историю. Мне бы патронов, вот серьезно, а не мультики пялить. Давай. Вот, я говорю. Право. Влево. А насколько надо вправо? Бля, надо попробую ебашить. Право. Стой. Так, исходный. На исходный. А, надо его убить, твою мать. Точно, я ж питание забыл. Давай, право. И потом влево. Хули тут кубики и волки показывают. И все. Как бы. Надо малого было нанять, чтобы он за меня щелкал. Так было в советских семьях. Это сюр показывает. Так, я думаю, это важно. Право. Куб. Ревер. Так, передача закончилась. Тут. Паук. И велик. Еще. Инь-янь. Чего бы это вообще? Что, в чем загадка-то заключается? Вот есть кубики какие-то. Может, это будет менять положение? Снаружи ясный день, как же я хочу разбить это большое зеркало у себя за спиной и бежать через это окно. Я не могу этого сделать. Что-то меня здесь держит, не отпуская. Может быть, ударная доза героина? Как взаимосвязаны изображения на телевизоре. Говорит, то вправо, то влево кручу телек. И что? Ну, вправо. А потом влево. В чем прикол? Есть телевизор. Есть 5 изображений. 2 вправо
В левую 4. Второго 6. Есть одна идейка. Так. Раз, два. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, 4. Раз, два, три. Раз, два, три, 4, 5, 6. И чё? Emma, don't. It's a. It may. Emma, don't come to the vault. It's a warning for Emma. It may be possible that. Я думаю, в этом сейфе у нас глаз лежит. Есть код. Я количество раз повернул. Ну, типа ты должен в астрале вместо телевизора это соотнести. И может быть выключить. Ну а вдруг? Включаем. Давай на исходную. Ну, он примерно так был. Там люк откроется, когда решишь. Люк откроется. Да, я думал сейф. Давай, допустим, вот есть код 284-36. Раз, два. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, 4. Раз, два, три. Раз, два, три, 4, 5, 6. Нихера. Других кодов нет. В какую сторону крутить и с какой точки начинать тогда отсчет? Если взять это за 0, циферблат. Сколько у нас? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Угу. Так, тогда поставим так. Раз, два. Потом на 8. Так, это 12, 11, 10. Блять, нет. Заново. То вправо, то влево. Давай это выкручиваем на 2. Раз, два. Допустим. Раз, два. Так, 12, 11, 10, 9, 8. Потом влево на 4. Раз, два, 3, 4. Потом на 3. Потом на 6. Okay. Тогда получается нужно брать отсчет вот это. От 2 писать. Так. Это 2, допустим. Потом крутим на 8. Да? Да. Так, 12, 11, 10, 9, 8. Потом на 4.
Раз, два, три, четыре. Потом на тройку и на 6. Нет. Бляха. Вторая картинка. Раз, два. То 8. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, 4. Раз, два, три. Раз, два, три, 4, 5, 6. Нихера. Картинки тут не при чем. Я понял. Инь-янь. Это делится 2. Потом 8. 8 у нас что? Паук. Это мы влево крутим. Так. Потом на 4 крутим вправо. До 4. Это у нас клевер. Потом 3 это будет велик. 3. И потом на 6. 6 граней у куба. Так, ну... Понятно, как ее решать, непонятно, как крутить. Но фишка в том, что код 28436 есть изображения, которые соответствуют этим цифрам. Количество лап у паука, количество граней на кубе и так далее. Велик трехколесный. Это все подходит по этим. Но как крутить-то? Вот инь-янь. Теперь вправо. До паука. А точнее влево. Блять. Стой. Вправо, то влево. Вправо крутим. Это инь-янь 2. Теперь крутим влево. На 8 до паука. Паук. Потом крутим до клевера. Снова вправо. До 4. Это клевер. Потом на 3. Вправо, влево. Вправо. 3 это будет влево. До велика.
И потом на шестерку. Право. Нихера. На записке было написано то вправо, то влево она крутится. Да, потолки. Переключатель поворачивается то вправо, то влево. И телевизор показывает, будто бы случайные, но всегда одни и те же. То вправо, то влево. То есть у нас, если первая цифра это право будет, то вторая цифра это будет влево. Третья цифра обратно будет вправо. Четвертая цифра будет снова влево. И пятая цифра будет снова вправо. Давай. Право на двойку. Право на двойку. Ай-яй. Право на двойку. Теперь влево на восьмерку. Потом вправо на четверку. Потом влево на тройку. И потом вправо на шестерку. Вот. Все. Японская штука круглая направо до паука на сего, его куста направо, велик налево до пропавшего канала. Ну, я уже решил эту загадку, она решается тем, то, что ожерелье с изображением солнца. Эмма написано, это пеструхи типа ожерелья. Просто крутишь крутилку, все верно. С кодом это все так. Просто я право-лево по ходу неверно делал. Рассмотреть. Вообще ничего. Это может быть с чем-то надо соединить. Попробуем разбить. Здорово, город Электросталь. Про что игра? Ну, как тут объяснить? Про опыты над близнецами, всякие ритуалы и так далее. Короче, Silent Hill, Resident. Больше Silent Hill, чем Resident. Куча головоломок и так далее. Блин, не знаю, чем его можно скомбинировать. Если они вообще комбинируются. Ой, и тут открылось. Вторая половина медальона. Луна и солнце. Соединяем. Ожерелье с комбинированным рисунком солнца и луны. О, Анна и Эмма. Как-то я взаимодействовать, наверное, вряд ли с этим могу. Окей. Угу, не хочет. По мне нудистика несусветная. Ну, чувак, когда ты весь такой в атмосфере решаешь загадки, которые интересно сделаны, это, по-моему, очень-то на нудистику похоже. Что ты хотел, Спайдерменом тут прыгать или... Жанна рыба, как бы. Каков? Я, короче, еще раз сохранюсь. Кто хочет в экшен играть, он берет, играет в экшен. Шутеры там и так далее. Я обнаружила небольшую каморку в канализации. Я не могу избавиться от чувства, что именно ее я видела в своих самых жутких кошмарах.
Тот же смрад, тот же холод, та же грязь, та же сырость. Все это всколыхнуло воспоминания о моих недавних кошмарах. Зеркало в этой каморке перенесло меня в мою настоящую комнату за много миль от клиники. Я выглянула из большого окна своей комнаты и испытала сильнейший порыв разбить зеркало позади себя, открыть окно и выпрыгнуть на улицу. Где-то глубоко внутри я знаю, что должно остаться. Я обязана помочь тем девочкам. Одна из них томится в канализации. Нужно найти способ им помочь. Бля, ну может быть мне туда на выход. Просто это не твой жанр рыка. Возможно. Возможно. Пошли назад. Я попробую, конечно, пришпандорить туда к этому входу. Медальон-то этот. Подожди. А тут у нас срезка насосная вообще. О, кого мы давно не видели. Так это этого уебана. Слушай, а он не зря, по-моему, появился. Сейчас рыхлый будет пытаться меня забодать по-любому. Бля, либо это срезка специально. Ну, короче, нет, подожди, сначала давай попробуем теорию забацать с тем самым. Вообще с самого начала. Попробуем забацать теорию с медальоном, глазом бабы и здоровенным этим входом. Может быть, не все так далеко. Я сейчас просто могу выбежать в особняк, как бы, и там очень долго бегать. Если вы... Подожди, что тут делать? Есть ли в этом смысл? О, проход. Может быть, но скорее всего тут нужен будет прям живой глаз. Это мне дается. Ничего не происходит. Ну понятно. Куда бы тогда этот медальон-то захреначить? Пока идей нету. Либо по особняку бегать это. Потому что не зря тут прям срезка на насосную есть. Это вот бежал, потом вжух резко и тебя туда на самое начало возвращают. Чтобы что, чтобы запутать? Потому что тут петлять-то можно еще кругами, часами просто наворачивать. Блять, я уже забыл. Ну, в ту сторону этого особняк топать. А вот здесь... Может, не на могилу туда надо перейти, где баба эта сковырнулась. Либо медальон туда ставить. Ну, здесь тупик. Я не знаю. Либо главный холл. Уж на этого пиздюка. Я еще не совсем дали, да? Либо главный холл, короче. Правильно сделан. Не помню, блядь. Прошел, не прошел.
Может быть, где-то есть одна единственная дверь, где я ищу. Либо мне вообще в обратку идти. Может, священнику показать этот медальон? Не подходит. Может быть, она с чем-то комбинируется. Есть предположение, то, что, возможно, она вот на этой двери как-то может задействоваться. Но, по-моему, нет. Да, ну, круглая, крестообразная, пихать такое себе удовольствие. Чем пистолет? 3 патрона дробаша осталось. Блядь, куда идти-то вообще? Прочесывать всю клинику, ну это же жесть вообще. Тут еще рыхлый носится. Но от него свалить вообще без проблем. Но рыхлый точно не может появиться у нас в этом комнатах сохранения. Бля, я не знаю, в астрал какой из 4 этих астралов. Вот просто слишком дохрена вот этого вот всего. Есть у кого-нибудь вариант загуглить, куда надо этот медальон запихивать, просто чтобы я сейчас не побежал прочесывать вообще всю игру? Потому что это уже как бы реальный финал. Ну вот я тут появился. Уборной. Ожерелье затмения называется. Подписью 2 баб. Я пока погнал прочесывать все комнаты, которые вообще знаю. Еще плюс астрал есть. Еще и 2 на кассетах. Что этот реальный медальон, он может как бы подойти вообще везде. Открывается. А почему? Она в целом не открывается. Возможно, это даже средство какое-то. Вряд мне еще нормально сейчас носиться, этот ублюдок не даст.
Это еще один астрал в астрале, бля. А тут, по-моему, тупиковая комната. Не, ну слава богу, что я тут все зачистил. Как бы без проблем. Если будут мобы появляться, то я хотя бы иду в правильном направлении, но их не будет. Будет только эта вот толстая мразь, которая может бесить постоянно. Куда-то медальон можно вставить. Но куда? Я вот вообще ни одного предмета не могу вспомнить, чтобы куда-то его запихать. Его запросто же можно кому-нибудь типа на глаз положить. В астрале, допустим, в морге. Тут же надо учитывать тоже, в каком положении у тебя будет труп, там туда-сюда. В астрале он будет или в реале. Короче, жопа вообще. Загадочек-то башка кипит. Ну, здесь мы управились, что. Что-то мне сдается, надо туда шарашить. Куда я пришел, прям в самое, ну, где я там бегал-то, я уже забыл. Либо вообще не то делать. Ну, типа хер с ним с медальоном, короче, давай дальше по сюжету что-нибудь мутить. Медальон потом, типа, может пригодиться. Я не знаю. Зачем такие срезка тогда это нужна была? Чтобы от кого-то убегать, но тоже вряд ли. Не проекшн игра. Берите оба предмета инвентаря. Сделано. Чтобы получить ожерелье затмения. Сделано. Пройдите назад через канализацию, чтобы нам обнаружить дверь, открыть, создав короткий путь в насосную. Ну и чего, да, вот я пошел в насосную. Пришел я с этой насосной. Поднимитесь по лестнице в офис и примените ожерелье затмения на стену. Какая там стена? Так, подожди, ты не торопись. У нас в офисе какая-то должна быть спальня. Чего? Да, он задолбал. Что, может быть, здесь спальня? Я помню, что какая... Да, вот детская. Детская, а тут какая-то... А, точняк, вот.
Я еще и говорил то, что тогда я такую фразу-то ляпнул, то что тут сделали специально целую комнату ради вот одной картинки, серьезно? А тут это, блядь, сделали специально ради одной картинки. Пацан. Oh. Oh, oh, my head. Oh. Oh, my head. What is this? Моя голова, что это такое? Я знаю эту песню, я ее помню. Эту песню мы с сестрой часто слушали, когда она была совсем... Когда мы были еще совсем детьми. Моя сестра Анна, я вспомнила. Я Эмма, та самая девочка, что упала с моста 14 лет назад. Эти годы я подавляла в себе травматические воспоминания, но эта песня их высвободила. Анна, все это время ты сидела в этой темнице совсем одна. Не знаю, жива ли ты, но я обещаю тебе, что сделаю все, что в моих силах, чтобы найти тебя. А выяснить, что в моем коллекторе за дверью слепца. Склепца. Огрелись с домиком, ну понятно. 15 ноября 80-й год. Нарушив мамин запрет, мы решили исследовать лес неподалеку от сада. Сперва было интересно, но услышав звуки ударов и крики, я испугалась и предложила Эми вернуться в дом. Она же настояла на том, что мы должны выяснить источник этих звуков. Она пошла вперед, а я последовала за ней. На одного из прогалин мы увидели 3 мужчин, одетых в странные костюмы. Они стояли у высокой скалы, исписанной символами, и били молотками по мешку, покрытому красными пятнами, который, казалось, корчился от ударов. Один из мужчин облинул мешок какой-то жидкостью, затем они его подожгли. Тогда мешок задергался еще сильнее. От испуга я сломала хворостину, которая понесла с собой. Мужчины обернулись в нашу сторону и стали указывать на нас пальцами. Я схватила ему за руку и побежала прочь. Нам пришлось продираться сквозь колючий кустарник, прислушиваясь к затихающим голосам преследователей. Когда мы наконец достигли особняка, платья, сшитые для нас мамой, были изорваны в клочья. Но потом мамка на них обиделась, то что они платья порвали. Так. Рыболовный кудрячок с острым наконечником. Хорошо. Там лежала шкатулка моей матери, при звуках знакомой мелодикам не вернулась в детские воспоминания. С тех пор, как я упала с моста, прошло 14 лет. Играя в этой комнате, мы сами часто слышали эту песню. Когда-то эта двуглавая кукла казалась мне забавной. Жуть какая. Ну да. Да. Так, окей. Типа отсюда можно выходить. Снова в офис. Да, вот кнопочка какая-то открылась. Прям это показали. Ну все, я думаю, сейчас уже загадок никаких. Просто вот прямой сюжет, вся херня. Ну, кассету я уже знаю, куда прихерачить можно. Где это? Где это отодвинулось? Эй. Где картина-то это висит? А, вот. Нашел. Этикетки надпись. Ой, да похер какая там надпись. Переговорную погнали. Это чучело злоебучее. Ну, хоть я сразу допер, как от него сваливать, просто чтобы он не бесил. Так, не то. Это швейная комната.
Переговорная. Эту кассету вытаскиваю. У меня инвентарь увеличивается, оказывается. А я думал, он конечный. Будут массовые драки, я тебя не в курсе. Надеюсь, ну, может быть, финальный какой-то все-таки, наверное, босс-то должен быть. Он там хуй путало какой-то лежит. Может быть, это главный дед-убийца. Ну, кабинет дантиста, это, собственно, я так понимаю, сам дантист. Но рука у него, конечно, чисто для проктологии. Обширные причем. Тело выглядит так, будто перенесло сразу несколько операций, оно уже давно не похоже на человеческое. Кто мог такое сотворить? Но она частенько такую фразу повторяет. И все, да? Стой, нет. Это была единственная дверь, которая в этом кабинете была заставлена серебром. Гиперборейская сборка нужна. Возможно. Возможно, тут нужна даже этот, как он, блять. Надо, как я... Миллениалская разборка. Миллениалы, чтобы разбирались. Если что, у меня ствол наготове. Валы например. А тут у нас... понятно, дай-ка угадаю. Она сейчас себя... Битва за Айран. За бутылку, короче, этой херни. Умыса, блядь, газированного. Короче, она сейчас сама себя в астрале найдет, вырежет себе глаз, потому что второй-то сестры Йок, ее как бы нет, она кончилась, она сама себе глаз удалит. И себя как бы прикрутит, ну, блядь. Это пизда вообще. 12 декабря 94 год. Прошлой ночью в особняк проникла незваная гостья. Дерзкая молодая женщина. Не знаю, каковы были ее намерения, да и не особо хочу знать. Я ударил ее по голове куском трубы. Это было в начале игры. Признаю, это был не очень мудрый поступок. Ударя ее чуть сильнее, она бы не выжила. И тогда я лишился бы потенциальной подопытной. Сейчас она лежит без сознания на искусственной вентиляции легких. Когда ее состояние стабилизируется, я введу ей кровь Марии. Я близок к тому, чтобы найти лекарство, только дождись меня, Мария. Осталось совсем чуть-чуть. То есть она себе сама глаз удалит, и потом себя сама в астрале найдет, точнее, в реале сама себя очухает. Бля, это тогда получается замкнутый круг. Ее мужик треснул, но глаз ей не удалял. Да, я вот очухался в таком состоянии. Получается, я через астрал пробежал к себе, глаза выковыривать. Воробушки. Что? Ну, походу не надо комбинировать. Использовать. Игра. Одно с другим тогда не клеится, это получается парадокс. Мой правый глаз. Не верится, что я такое с собой сотворила. А теперь этот глаз крючком. И на рыбалку. Все, я сделал грязное дело. Теперь можно ебать назад. И возвращаться туда. Это самые петушки. Где у нас Айраном барыжит.
Так, где это проститута шла это вообще? Вот где-то тут, да, по-моему. Ну, в офис, ну, вниз. Бля, тебе там рыхлый бесоебит. Так, рыхлого нет. О. Хорошо, что он правда исчезает. Если бы он голову ебал прям как в четвертом Silent Hill это делают призраки, я бы тут прикурил, просто перезагружаясь. Вот поэтому тут и срезка, потому что ты в любом случае сюда вернешься. Теперь вспомнить как-то... Нет, не так. Получается, дальше проход. Задний. Вот, а теперь отсюда спускаемся. Там есть крючок такой специальный, прямо возле этого. Как его, блядь, считывателя хреново. Так, вешаем. Чик. Теперь к другому. Нажимаем на кнопочку. Поехали. Дивись, хлопцы. Я уж думал, все. Она не будет, если их заблокировал. Прям может дробаш схватить. Не, нормально. А там никого. Да ладно, падре, которому я руку пришивал. Он такой, да ну нахер. Идиору. Не, ну ты видел, ты видел? Хотя у него крест на всю грудь вообще. Дедушка Ной, я тебя вспомнила. А он, главное, ничего не говорил. О господи, к тебе вернулась память. Значит, ты уже вспомнила, как твоя никчемная мать не позволила мне принести тебя и твою сестру в жертву. Это жертвоприношение должно было возродить нашего Спасителя. Что ж, Господь о ней позаботился. Она сполна заплатила за свои грехи. Это ты во всем виноват. Нашего отца тоже убил ты? Радиация, которую источает священная плацента, крайне разрушительна для нечестивых и бесполезных существ. Радиационная плацента. Это вообще труба. Годами Бертрам, а после и его сын Вильям пытались найти средства от воздействия радиации, и сегодня Вильяму это удалось. Цель достигнута, и я в нем больше не нуждаюсь. Надеюсь, Господь примет его в своем царстве. Ты заплатишь за это, Ной. Что ты сделал с моей сестрой? Где она? Твоя сестра для меня не более чем инструмент для возрождения Спасителя. Ступай следом за мной, если тебе так сильно нужны ответы. Бля, я бы не пошел. Тронутый дед уходит во тьму и такой, иди за мной. Эй, постой, куда это ты собрался? Делать ничего, пойдем за дедом. А он хуерак сбоку вот этим молотком тебе по башке бы тюкнул, раз ему так надо это все. Костюм радиационной защиты. Кажется, будто кто-то уставился на меня изнутри. Давай, последнюю записывали. 14 ноября 80-й. Мария сбежала вместе с девочками. Я останусь в храме, запру вход изнутри и постараюсь как можно дольше не выпускать отсюда остальных членов секты.
7 пуль надолго не хватит, но я постараюсь не тратить их впустую. Вильям, я не надеюсь, что ты простишь меня, поэтому этому нет прощения. Но если ты увидишь хоть одно из этих писем, знай, что я очень сожалею о содеянном. Сожалею со всей искренностью, на которую еще способна моя гнилая душа. Это тот мужик, который за столом убитый в офисе сидел. Ему, говорит, 7 патронов хватит. Фишка сестру спасти. Вот только это будет в Австралии или нет, большой вопрос. Там потрошки дают. Это Final Battle. Подожди. Где тут как мышь, да, блядь, в бункере заныкался стопудово. А мы кнопочку нажмем, подожди. Это надо чем-то поджать, да? Здесь можно что-то разместить. Например. Не подходит. Ну, кассеты вряд ли. Замок, который я таскал, блядь, всю игру. А с ним... Ну что, скомбинировать с чем? Нихера. Их надо как-то совместить вместе. Вот, есть замок. Не то. Тоже не то. Вот только методом тыка нахрен. ВДшку, серьезно. Степлер. Молоток не подходит. Ну, этот вот, пистолет явно для деда, последний патрон. Только я или он. Блядь, это ж крутится. Надо остановить вовремя просто. Ок. С учетом того, как он будет останавливаться. О. Теперь вращаем вместе. Заработал. Замка у меня нет. Я на рассудок украл. Я не знаю, какие ужасы ждут меня внизу, но если Анна там, я найду ее во что бы то ни стало. Давай. И чё? Этаж первый. Серьезно, мы сейчас еще по бункеру будем этажи изучать. «17 мая 80-й. Прошло уже полгода с тех пор, как треклятый Бертрам запечатал склеп изнутри. Я с трудом узнаю самого себя. Нас же обязаны были защитить от радиации. Мы должны были стать избранными. Что же произошло? Неужели мы недостойны? Наши костюмы годятся лишь на то, чтобы замедлить процесс отравления крови. Бертрам обещал нам лекарства, но после стольких месяцев я утратил всякую надежду. Только еще играть буду на минут 40. Ну, может быть, и все-таки побольше, чтобы до конца уже добить игру. Я просто не знаю, если она не соберется заканчиваться. Бля. Попадос.
Это попадос с челиком. Последний патрон остался. Надо посмотреть сначала еще лестницу вот эту. А, ну отлично, она никуда не ведет. Проход, значит, только один. И тут дорога делится на два. Бля, тут ебака. Ну тут по-любому был ебака, но я его завалил. Блин, он может что-нибудь вкусное тут охранять, кстати. Эх, матер, ля-ля, пальцы толстые, как сосиски. Ну ладно, пошли, короче, мы тогда сейчас его, я эту дверь дерну, если нет, да. Я сейчас пойду его валить. Может быть, он там что-то интересное все-таки понимает. О, как он слишком близко подошел. Ты что делаешь? Тихо, пока лежит. Он упал, да? И сдох. Нормально. Я должен был сюда зайти. Да Винчи моя металлическая заглушка для труб. Обязательно надо взять. И патронов у нас одно большое и толстое нихуя. Но, кстати, его удар по мне не прошелся. Такое редко бывает. Этот мужик выносит по-любому одну хилку сразу же. Чё, я не знаю, давай вот это вот электропику юзать, что делать? Пистолет, наверное, против них мало эффективен. А мелких мобов сейчас просто не дают. Что делать? Будем грызть их зубами, что ли, потом? А будет отверстие своей глазницы им показывать, они будут пугаться и убегать. Ёб твою мать. Какая нахуй из них? Ну, на это надо накручивать. Может, их две нужно? Это господи. Нет, это воду качать. Ебать, тулище, блядь, опять сейчас эти какого. Надо еще заглушки. Больше заглушек. Вчера я попробовал откачать бензин в канистру, насколько не вертел заглушку, мне не удалось выцедить ни капли. Хотя емкость заполнена. Я рассказал о произошедшем боссу, и он выглядел крайне разочарованным. Он схватил 3 заглушки, 3 их будет. Велел дождаться его и удалился. Через четверть часа он вернулся с полной канистрой бензина. Он отсосал, потому что немного бенз. Вторая заглушка, нет гвозди. Надо потом обратно сюда идти. Но куда набирать бензин? Нет. Здорово, ёпта. Хуя, фантомас какой. Я вот не знаю, бодаться с ним надо или нет. Лестница в бункер. Я сейчас забегу, они как слопнутся. Пузырек морфия. А обойти никак это? Блять. Ловушка. Да, не, нормально. Она медленно действует.
Снова записки. У нас получилось. После множества неудачных попыток с предыдущими подопытными нам наконец удалось заполучить двоих здоровых двойняшек. Не знаю, сможем ли мы повторить наш успех, но это уже прогресс. Мы подождем, пока подопытные достигнут 10-летнего возраста и принесем их в жертву. К тому же, удача принесла в покой в душу членов нашей секты. Ну, понятно. Детей получили, да успокоились. Все есть, все работает. Так, это спуск еще вниз. А это у нас еще и наверх. Но я тут был. Я просто обошел снизу. Ай, бля, я не знаю, к этому ебаки что ли идти. Меня вниз прям тащат. Ничего. Будет нападать? Ну да, идет что-то нападать. Давай со ствола попробуем, для начала. Так, ну у него есть кровь, значит он живой. Ну, лупит знатно. Дрера, иди-ка сюда. Бля, ну вот отличный обзор вообще, просто замечательный. Ты что, это прилег? Добьем, блядь. Это было больно. Тихо, мужик, ты подвинься. Так, здоровье так себе, значит, лечиться. Перезарядка сразу. Стой. Это еще не все. Не, музяка закончилась. Сколько же я его патронов-то в него вмандырил? Было 30 с кепкой. Печальный, конечно, чувак. Ладно, бункер 2С. Вот. Заглушка вторая. Плюс еще сохранение. Но это по-любому надо сделать. Фиг. Фиг. Юзим сохраняшечку. И потом еще пойдем вниз. Я Эмма. Теперь я все вспомнила. Много лет назад я упала от моста в реку. Все это время мной держал мою сестру Анну заперти в подземном бункере. Именно он все это и подстроил. Из-за него моя сестра провела столько времени в неволе. Больше я не позволю Ною причинять ей боль. Пора положить этому конец. Понял, время. Давай сейчас топаем строго вниз, и там будет третья заглушка. Потом обратно наверх крутить это дерьмо. Причем накрутить надо так, что у нас бенз спалился. Я сейчас сюда походу с обратки попаду. Это будет как срезка типа того. Ну, понятное дело, то что третий этаж будет самый длинный. Зачем мне тогда бензин вообще? Она пыхает, что ли? Блять. Катакомбы вообще. Шикарно, блять. Подожди. Надо исключить из общего числа. Тихо. Пища вода очищает тела, принесенных в жертву от скверных греха. С каждой попыткой все яственнее очищая приближение Создателя. Круто, молодец. Двойка. А тут у них, я так понимаю, местный колумбарий, да? Что, придется этих удотов идти валить, что делать? Это даже не двери. Ну, город, кстати, не особо.
Третья заглушка и дробаш. Тихо, хлопчики ожили. Тихо, тихо, быстренько, быстренько уебываем оттуда. Я вот не знаю, надо ли мне там что-то еще взять или нет. Нахуй. Я проскочил зачем куда-то еще дальше. Это будет срезка, кстати. Ёб твою мать, стою, смотрю. Тихо, 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 тихо. Там у них что-то было еще, походу. Блин, у меня тут не особо вариант бегать между ними. Да, они тут же агрятся и все. Бегать туда-сюда по выстрелу мне, может быть, не засчитает. Тихо. Дневник. Я что, за дневником пришел? Сегодня день жертвоприношения, но я уже отвел девочек в храм. Мне нужно подготовиться к проведению ритуала. Неужели этот костюм всегда был таким тяжелым? Мне нужно выпить. И закусить заодно. Так. Разок меня жахнули. Пиздец. 2 патрона всего дали. Вы угораете, что ли? Это как минимум на одного ебаку. Нахер. Нет, нет сюда. Ну давай, давай, вот раз он появился, его мы и ебнем. Тихо. Ты перезарядиться-то не хочешь? Он, кстати, заглючил. Сзади еще. Стрелять больше нечем, поэтому давай его чем-то вот этим. Я он долбанул его. Шикарно, с одной подачи его выхернуло просто. Выстегнуло нахрен. Улетная пуха, балдеж. Боже, этих людей заживо вмуровали в стены. Ну да, ну да. Кстати. Пойдем-ка этих бабуинов тоже распинаем. Ну а чё? Они меня, значит, кошмарят. А я их. Иди-ка сюда. Тихо, я только накурил. Эх, мне бы зарядиться. Так, один опух. Второй. Все. 2 удара, он холодный. 3. Бля, ну у них жира, конечно, полно. И зачем я сюда пришел? Чтобы нихуя я потратил себе только лишний патрон. Ладно, игра, в принципе, подразумевала, что я буду их убивать. Тихо. Так. Ебучие записочки. Не сюда. В сторону. Вроде тут. 3А. Эта беготня по бункеру должна закончиться тем, что я выйду в калитки и могу подняться наверх. Аппарат искусственного дыхания. Такие использовали во время вспышки полиомиелита в 50-х. Аптечка, отлично. Там еще кто-то шарахается. Хрень. Херок просто. Блять, он еще живой. А чё с того тогда выщелкнуло? По-резкому так. Блять, я его лучше добью, что-то он не дергается.
Привычный. Печалька. Ну, теперь это точно, да. Да, здоровье так себе. Ебать, как, конечно, рискую, но давай не будем аптечку юзать, пока у меня прям совсем хреново не сделается. Вот второй. Экономим ресурсики-то. Раз. Два. И херачим еще раз. Этой ебалой. Бля, он еще опять не сдох. Отлично, я его вижу. Вот теперь он подох. Можно, короче, один удар экономить таким макаром. Ну, один выстрел с этой балалайки. Так, все, топаем. Дальше. Не, волына, конечно, хорошая. Правда, патронов немного осталось, опять же. Дайте патроны-то. Здесь они мне на один пистолет только дают. Ну, как говорится, есть опыт пробегать мобов. Как Silent Hill, блядь, прошелся. И четвертый, пятый. Да. Что и требовалось доказать. Но я еще вот здесь хочу посмотреть. О, не зря сходил. Сюда мы бензин наклепаем, да? И потом эта шляпа вся заработает. Здесь можно долить бензина. А во что мне его доливать? Она его что, во рту понесет? Бля, где эта штука, кстати, вообще находится? Еще выше. Причем она же мне сразу встретилась. Ну, тут в любом случае чистить бы все пришлось. Запутался, тебя бы там куснули, здесь убили и все. И давай заново беги. Ведерко-то есть какое? Кстати, подожди. Это сюда накручивается. Вот-то может и не пригодится. Это вот сюда, чтобы, подожди, чин-чин-чин. Тут труба оборвана. Это пойдет вот сюда. И потом оно разделяется примерно тут. Потом дальше оно пошло по вентилям. Подожди. Замкнуто. Як кто? Вот отсюда она заходит. И потом идет вот сюда. Этот вентиль мы открываем и ставим заглушку вот сюда наверх. Так. Открываем. Нет, открытый этот вентиль должен быть.
Потом тоже открыто. Спускается сюда. Заглушку здесь надо ставить. Дальше оно пошло. Здесь у нас разделяется на две. Если ты здесь перекрываешь, тогда может она пойти вот так. Так она в кольцо идет и сюда, сюда, и пошла. Нет, не сюда, короче. Здесь перекрыто. Твою мать, а. Так, отсюда вот. Если она пошла по этой трубе. Чик. Здесь-то заглушка. Заглушка, заглушка, и вот здесь она, блядь, вытекает. А какая тогда лишняя? Нахуй. Заново. Все? Вроде все поснимал. Так. У нас же это бочка, правильно? Бочка. С бочки пошло вот по этой трубе. Вот сюда. Вот оно колено, походу, да? Не соединяется никак. Если здесь перекрыто, оно пошло вниз. Здесь вода упрется, а здесь мы открываем. Ставим заглушку наверх. Так, дальше оно пошло вниз. Заглушки всего две. Поэтому закрываем вот здесь, если она пошла вниз. Поставим одну заглушку тут, а вторую поставим вот тут. Теперь она не должна воздух тянуть. Да, надо посмотреть, может что-то перекрыть надо. Ладно, давай попробуем просто покачать. Может быть, где-то воздух тянет. Вакуум нужно создать. Закрыл там. Здесь открыто получается. Вот здесь у нас тройник. Блять, этот замкнутый круг получается. Так, давай перекрываем нахрен все вентиля. Слева открыт, закрой. Я все перекрываю. Так, поехали заново. Труба пошла вверх. Вот здесь колено. Пошло отсюда вниз. Здесь мы этот вентиль. Так, погоди-ка. Да ладно, типа одна заглушка, чтобы просто все.
Нереально. Конечно, да. Заново. Так, пошла труба. Здесь. Выходит. И тут она разделяется на две. Либо она по этой пойдет и уходит вниз. Потом вправо. Потом раз заглушка. Здесь перекрыто. Она пошла дальше вот сюда. Два заглушка. Здесь она обратно как будто идет в этот стояк. Туда-сюда она давит. Три заглушка. Потом открываешь тут вентиль, тут вентиль. Пять. Так вот, мозг не работает. Так, ну для начала первую заглушку точно надо ставить вот сюда. Вот по трубе она идет, я вижу. Потом этот вентиль мы точно закрываем, труба пробита. Начинается, машинюга не может водной схеме разобраться. Ну давай не позай нашей середины. Я постараюсь, но тут очень внимательно надо смотреть. Еще чтобы это все дело... Видишь, под каким углом она тебя, блядь, хуй рассмотришь нормально. Так, вот это вот. Значит, этот вентиль мы открываем. Этот тут труба сломана по-любому. Этот вентиль мы открываем. Все, дальше пошло. У нас разделяется на два потока. Либо вправо, либо влево. Давай, если он пойдет... Если влево, тогда он обратно вот в это давление будет уходить. Тут как бы похер. Тогда оно пошло вправо в любом случае. Но оно пошло либо вниз, либо вот где-то тут. Подожди. Блять. Сюда. Делится на два. Значит, вот здесь мы точно ставим тоже еще одну заглушку. Вот здесь она пошло. Так, блядь. Либо оно вот так пошло. И тут оно еще делится на два. Но тут невыгодно, короче, бежать по этому бензину. Поэтому отсюда мы будем давить. По-моему, так. Бля. Просто хуеваешь в этом лабиринте. Вроде так. Я хуй знаю. Я начал где-то просто запутался. С крана, по-моему, чуть попроще начинать. Проверяем. Здесь закрыто, здесь заглушка. Дальше пошел поток. Делится, если на два. Вот тут он проходит. Тоже делится на два. Здесь мешает вентиль. Допустим, идет оно дальше. Поднимается вверх, обратно на второй поток пошло. Но это не обязательно.
Здесь, если мы открываем, если она идет вот сюда, то она идет вот сюда и давит в этот переходник. Тогда не вариант. Если она идет сюда и упирается, потом мы его сюда запускаем. Здесь перекрыто. Потом вот здесь. Блядь, отсюда снимать? Нет, тогда вот здесь можно снять. И запердолить ее вот сюда, допустим. Вот этот тогда мы вентиль закрываем. На всякий случай вот этот. И оно пошло давить по кругу. Блять, тогда сюда не хватает, твою мать. Ну да, вот внизу это по-любому. Когда я успел? А, ну да. Ты просто путаешься вообще в этой каше. Как у тебя пойдет воздух, точнее с бензином. Тяги нету. В этом проблема. Одна труба по другой ныряет. Начинается этот коллапс. Центр вверх открываешь. А какой из этих? Тут центр понятия растяжимый. Вентиль или что ли, заглушка? Какая-то жесть вообще. Так, вот сюда она пошла. Здесь, допустим, уперлась. Потом пошла вот сюда. Если ты здесь перекрываешь, тогда она идет вот сюда. Открываем тут. Ныряет труба за другую. Пошла вот сюда. Здесь мы перекрываем. Здесь уже стоит заглушка. Дальше пошло. Тут мы можем перекрыть, допустим. И она тогда пошла вот сюда давить. Здесь заглушка. Дальше. Блять. Мне так непонятно. Центр вверх открываешь, справа вверх вентиль закрываешь. Тут вентилей справа 4. В центре 3. Вверх центральные пробки тоже. Непонятно. Надо более визуально как-то это все. Ой, блядь, раз, вот сюда пошло, перекрыл. Потом вот здесь перекрыл, она сюда, вот в этот пошла. Здесь открыто. Потом вниз. Пошло сюда. Здесь заглушка. Дальше. В эту сторону она уже не пойдет, перекрыто. Идет вот сюда. Надо по-любому надо открывать. Пойдет она вот сюда. Потом дальше. Если здесь открыто, то типа должно тянуть. Но если здесь у нас по прямой закрыто. Тут закрыто. Заглушки вроде я все использовал. Ну-ка давай проверим. Наконец-то. В чем дело?
Как бы оно крутится и брызгает, но что-то надо еще сделать дополнительно. Да что они хотят еще? Чисто для эксперимента. Да, тоже работать это перестает. Собрана схема правильно. Почему эта херня брызгает, но ничего не удает? Дичь. Который ты открыл напоследок справа, еще вентиль открой. Пробуй. Справа? Какой именно? Ну я по очереди, блядь, все вентиля пробовал. Это никак на работу не влияет. Подожди. Этот все испортил. Этот перекрывает. Слева закрыто на пробку. Так ты говорил справа. Слева закрыто над пробкой. Здесь открыто. Нет, это не так. Чисто методом тыка. Это тоже я пробовал. Эти два, это точно открыты, эти два закрыты. Этот... Ну тут просто пробовать методом тыка. Нет, не этот. Какой у нас? Этот закрыт, этот открыт. Вот какой-то из этих двух. Не знаю, давай этот попробуем. И не тот тоже. В смысле, надо еще какой-то открывать, что ли? Это еботина вообще. Центральная пробка, которая прямо на ней.
По центру вот. Пробка прям на ней. Этот открытый. Этот закрыт, потому что тут труба пробита. Вот этот у нас тягу нарушает. И вот этот тоже. Вот этот наоборот создает ее. Да, за всю схему надо пересматривать. По центру пробка. Прямо на ней. Я все по очереди уже открывал. Вентиля так-то. Здесь. Надо емкость. Так она сейчас отсюда же ничего не бежит. И надо сначала емкость. Да нет, вряд ли. Мне кажется, схема неправильно собрана. Хули с него брызгает, а толку никакого. Если я вот это перекрываю, ну так чисто. Да. Надо. Пизду, короче. Будем закругляться. Я это потом решу. До конца еще хуй знает сколько. Они сейчас еще мне 508 записочек подкинут. И тогда еще можно будет 2 часа тут сидеть. Я не знаю, как эту пижню решать и почему вот это, я, может, почитаю потом. Об этой херне. Просто эти загадки вот уже сегодня с комнатами уебался. Вот, ладно, будем завершать. Спасибо за поддержку, за просмотр. Лайки, комментарии, подписка.